Здравствуйте. За каждым адекватным, умным, рассудительным человеком стоит его подсознание. Стоит и подсказывает неправильные ответы на вопросы: переживу ли я следующую игру на жизнь, стоит ли рисковать своей жизнью ради денег, насколько высоки шансы победить и уйти живым. Думаю, многие скажут, что в какой ужасной финансовой ситуации не находились, не согласились бы на какие-то странные игры за деньги. А даже согласившись поначалу, ни за что бы не проголосовали за продолжение игры после первого же смертельного соревнования и первых смертей. Да, ведь только после казни твоих соперников ты можешь понять, что, возможно, окажешься следующим. Однако, что-то персонажей сериала заставляет вечно голосовать за продолжение мясорубки. Кто-то из них объясняет желание играть тем, что их жизнь вне игры слишком ужасна, чтобы возвращаться туда без должного выигрыша. Правда, звучит это немного необдуманно. Вы разве не боитесь? Я боюсь, Тогда зачем проголосовали за? поскольку если уйду сейчас, то снаружи мне будет страшнее. Любые долги теоретически можно выплатить, а даже если не получится, грозит ли героям за неуплату смерть? Кому-то, возможно, да, но можно найти уйму способов спрятаться от преследователей по долгам, выкрутиться как угодно, но остаться живым. Тем более, когда шанс победы в игре настолько мал. Однако, может быть, наши герои не полностью осознают всю ничтожность вероятности собственной победы. Я думаю, игроки, продолжая рисковать своей жизнью, даже увидев кучу смертей таких же, как они, игроков, совершают типичную ошибку выжившего. Ведь те, кто проиграли, сразу погибают. Следовательно, в каждом голосовании по поводу продолжения игры принимают участие только победившие в прошлом соревновании. А значит, из-за победы в прошлых играх они могут подумать, что, следовательно, немалы шансы победить и в последующих. В этом и заключается одна из главных уловок игры в кальмара. Правило номер 3 гласит, что решением большинства игра может быть остановлена. Сделано это, чтобы провозгласить эту ужасную игру добровольной, ведь игроки после каждой игры могут принять решение выйти и поделить призовой фонд. Однако данное голосование из-за ошибки выжившего в среднем зачастую будет приводить к продолжению игры. Посчитаем так. Допустим, какой-то процент игроков не захочет играть дальше. Кто-то не справляется с количеством стресса, кто-то здраво оценивает свои силы и шансы на победу, понимая, что с легкостью может умереть в следующем раунде. Кому-то уже достаточно денег, и он просто хочет забрать приз. Также у нас есть те, кто желает продолжить. Таким людям зачастую просто не хватает тех средств, что они могут забрать прямо сейчас, и поэтому они решают играть дальше. Если трезво оценить вероятность собственной победы, учитывая, что удача играет важную роль почти в каждой из игр, то можно прийти к выводу, что в большинстве случаев такой риск жизнью не стоит тех денег, которые игрок хочет выиграть. И все же люди соглашаются продолжать рисковать. В конечном итоге тех, кто желает рискнуть, всегда выходит больше, чем тех, кто хочет уйти. Просто сценарная необходимость, скажете вы, но на самом деле здесь есть определенный смысл. Представим, что в наш подсчет мы добавим тех, кто проиграл. Допустим, всем игрокам дается один шанс на ошибку вместо мгновенного выбывания. Как механика верхней и нижней сетки в турнирах. Проиграл, отправляешься в нижнюю сетку, где после тебе нужно сделать больше для победы, чем тем, кто не проигрывал вовсе. Будь такое в игре в кальмара, стали бы эти люди из нижней сетки голосовать за продолжение игры? Я думаю, очень вряд ли. Да, кто-то из них точно бы проголосовал, находясь в полном отчаянии, не ценя свою жизнь или просто до конца не осознавая всего происходящего ужаса. Но большая часть, поняв, как легко может расстаться со своей жизнью, захотела бы покинуть игру. Так устроен человек. Мы можем быть сильно уверены в чем-то, пока хотя бы раз не оступимся. Всем нам периодически нужно, так сказать, прощупывать границы доступного и недоступного. Те, кто отказались играть, даже побеждая, просто не нуждаются в продолжении игры. Те, кто согласились, часто не чувствуют этих границ. А вот те, кто прочувствовали поражение на себе, смогут отказаться от дополнительного приза, даже если он им сильно нужен, ведь понимают, как близки они сейчас к смерти. Игра на выживание за огромные деньги не единственный способ получения этих самых денег, в какой бы ситуации вы ни находились. Однако, очень простой. Ставишь на кон свою жизнь, но если побеждаешь, получаешь миллиарды.
При этом играя в детские игры, которые знакомы каждому. Ужасная финансовая ситуация, отчаяние, ошибка выжившего и за счет этого не совсем адекватная оценка своих шансов на победу. Все это заставляет героев сериала «Игра в кальмара» продолжать смертельные игры, даже имея возможность закончить все прямо сейчас, при этом еще и забрав свою долю выигрыша. Подписывайтесь на телеграм-канал, первая ссылка в описании. Пишите, что думаете по поводу сегодняшних моих рассуждений, а также свое мнение по поводу второго сезона «Кальмара». Мне он больше понравился, чем нет. Но он мог быть намного лучше. У него очень интересная идея развития главного героя, концовка должна была быть очень сильной, но, к сожалению, почему-то не так впечатлила. Также в сериале много персонажей, которые вообще никак не влияют на сюжет. В общем, мне еще есть что сказать, но как-нибудь в следующий раз.